Бравле наступил хэллоуинский ивент, и вместе с ним появились боссы, конфеты и новые тыквенные ящики. В этом видео я расскажу, как быстрее всего побеждать новых хэллоуинских боссов, выясним, что лучше, сладость или гадость, а также разберем, как выжать максимум из конфетной лихорадки, и какие стратегии самые эффективные, если у тебя есть лоу-трофеи, нету лоу-трофеев, в соло, в тиме. Все это мы выясним прямо сейчас. И начнем мы с ящиков. В ивенте нам дают выбор: купить тыквенный ящик, либо за эту же сумму прокачать трофейный ящик, который можно будет открыть 2 раза за ивент. Но какой из этих двух ящиков будет более выгодным? Чтобы это понять, надо сначала узнать набор и шансы выпадения ресурсов из тыквенных ящиков, которые суперы так и не выложили на сайте. Ну а правильно, зачем, если все равно ничего не выпадет? Почему-то вместо разрабов шансы постит Ваня25. Ну спасибо, что хотя бы кто-то запостил, а то мы бы так и никогда не узнали шансы. В тыквенном ящике, так же как в мегаящике и зомбоящике, дается 10 круток. Из одной крутки выпадает в среднем 60 монет, 15 очков силы, 10 кредитов и 200 удвоителей. Есть джекпоты на все, кроме кредитов. Также оттуда могут выпасть гаджеты, старки и гиперы, бойцы эпической, мифической и легендарной редкости, уникальные хэллоуинские значки, спреи и иконки, ну и конечно хэллоуинские скины всех редкостей. На легендарный и гиперзарядный скин шанс составляет 0,1%. Средняя ценность составляет 198,5 гемов. Для фулл аккаунтов она уменьшается на 57%. И получается, что новый тыквенный ящик даже выгоднее, чем прошлогодний зомбоящик. Но его обгоняют как раз те самые трофейные мега, омега и ультра ящики, между которыми нам собственно и дают выбор. Так что это, получается, выгоднее прокачать трофейный ящик? Не совсем. Чтобы прокачаться до ультра ящика, надо потратить столько же конфет, за сколько можно купить 4 тыквенных ящика. Поэтому и сравнивать ультра ящик надо с 4 тыквенными. А в этом случае тыквенный ящик по ценности становится больше трофейного, и выгода составляет 81%, если измерять в гемах. Но какой ящик лучше по самим ресурсам? Из тыквенного ящика, в отличие от трофейного, выпадают монеты, очки силы и кредиты, а также больше удвоителей. Зато из трофейного падают гемы и блинги. Бойцы, предметы на бойцов, редкие и сверхредкие скины падают только с тыквенного ящика. Эпический скин гарантированно выпадет с ультра ящика, в то время как шанс на мифический выше у тыквенного. Но он уступает по шансу легендарного скина и немного по гиперзарядному. Из трофейного ящика немного чаще выпадают значки и спреи, но реже иконки профиля. Итак, какой можно сделать вывод? Если вы хотите косметику высокой редкости и гемы, берите трофейный ящик. Если вам нужна прокачка и эксклюзивные хэллоуинские скины из ивента, тогда покупайте тыквенный, потому что эти скины не выпадут из трофейного ящика. Лично я выбираю тыквенный ящик, потому что трофейный и так можно каждый месяц получать за трофеи. И конечно же, эти тыквенные ящики продаются за гемы в магазине. Но что делать, если ты не можешь задонатить? На помощь придет GGSell. Это маркетплейс цифровых товаров, где по максимально выгодным ценам можно задонатить на гемы и Бравл Пасс. Например, обычный БП по скидке стоит всего 280 рублей, а 30 гемов 189. Также здесь можно купить Про Пасс и различные акции из магазина. Процесс покупки максимально простой. Выбирайте нужный товар, читайте описание и отзывы продавца, выбирайте удобный способ оплаты, и через пару минут Бравл Пасс уже на аккаунте. Помимо Бравла, на GGSell есть возможность донатить в множество других игр и сервисов, в том числе мобильных игр от Supercell. А если возникнет какой-то вопрос или проблема, на сайте есть их поддержка, которая поможет с решением вопроса. Поэтому переходи по моей ссылке в описании и закрепленном комментарии и покупай гемы и Бравл Пасс только на GGSell. Вне зависимости от того, какой ящик ты выберешь, для этого нужны конфеты. А чтобы получать конфеты, нужно проходить ежедневки, квесты, бить новых боссов и правильно использовать сахарную лихорадку, на которую дается всего 10 минут. Поэтому матчи нужно заканчивать максимально быстро. Но для этого нужно знать, как быстрее всего побеждать хэллоуинских боссов. У каждого босса есть 6 уровней сложности, за которые дают конфеты. И первые 4 особых проблем не вызывают. Поэтому берите персонажей, вносящих максимальный урон в секунду. К таким персонажам относятся Кольт, Гриф, Брок и 8-бит. Если у вас они не прокачаны, то советую прокачать. А если прокачать этих персонажей вы не можете, тогда их можно заменить на Лу, Корделиуса или Макс.
Единак против нескольких целей или боссов может хорошо показывать себя Джесси. В идеале во время лихорадки вы должны успевать пройти первый уровень за 30 секунд и четвертый за минуту. Например, против 3 воронов нам удавалось это сделать пиком Кольт, Гриф и 8 бит. Что касается последних 2 уровней, нам их удалось пройти за минуту 20 и минуту 40 соответственно. Но тут уже и умереть можно, и не настолько быстро проходится, как хотелось бы. А во время сахарной лихорадки это критично. Она длится всего 10 минут и перезаряжается 1 день, поэтому использовать ее надо с умом. Так как же в итоге получить максимум выгоды от этой кнопки? Для начала стоит понять, что вообще меняет сахарная лихорадка. Без нее дается 21 гарантированная конфета за ежедневные победы и 48 конфет за зачистку всех уровней босса. Эти конфеты мы получаем в любом случае. Когда активируется сахарная лихорадка, она добавляет бонусные конфеты за победы в битвах с боссами и обычных режимах. За каждый режим дают разное количество конфет, потому что какой-то режим быстрее, а другой дольше. Меньше всего конфет дают за победу в ШД, Баунти и Броуболе, и больше всего в арене. Тут важно понимать, что играя босс-файты с усилением, вы получаете не 18, а только 10 бонусных конфет, потому что без усиления дают 8. Это значит, что победа в босс-файте дает столько же бонусных конфет, как, например, хоккей, волейбол или ограбление. Но в обычных режимах вы можете и проиграть, а для получения максимальной выгоды играть в них придется. Поэтому, если у вас есть персонажи на 0 трофеев, вы можете играть за них, чтобы попадаться против ботов. Только помните, что на отметке выше 100 трофеев уже начинают попадаться реальные игроки. Поэтому, если у вас есть еще персонажи на лоу трофеях, меняйте на них. Но кроме персонажа и трофеев, также важно выбрать правильный режим, в котором будет эффективнее всего фармить конфеты. Большинство, наверное, подумает на Броубол, ведь там самые быстрые бои, особенно против ботов, где можно закончить за 30 секунд. Но, во-первых, там дают всего лишь 7 конфет за победу, а во-вторых, тебе обязательно придется играть с рандомами, потому что даже на 0 кубков вам не подберут ботов, если вы играете с командой. Но пока не будем забегать наперед. Я думаю, не стоит объяснять, что на 0 кубков рандомы играют, мягко говоря, так себе. Какой же ты долбоёб! Их цели могут быть несовместимы с вашими. Пока вы пытаетесь на последних нервных клетках заспидранить игру за полминуты, ваши рандомы все еще не научились использовать синий джойстик. Поэтому игра может затянуться еще дольше, чем на полминуты. Но что, если я скажу, что есть неочевидный режим, за который дают больше конфет, чем в Броуболе, и его можно завершить всего за 20 секунд? Режим называется волейбол. Это буквально самый быстрый режим в Brawl Stars в текущей ротации. Зачастую, особенно на лоу трофеях, матчи в нем заканчиваются за 20 секунд, и за победу в нем дают 10 конфет против 7 в Броуболе. Все, что вам нужно, чтобы завершать игру за 20 секунд, это взять мобильного персонажа, например Мортиса, и отбить мяч быстрее соперников. Делаете так 2 раза и побеждаете. Играя против ботов, этого уже достаточно. Как вариант, еще можно пойти в хоккей, если нету волейбола. Матчи там длятся примерно столько же, но здесь уже и команда может заруинить, и боты иногда попадаются с неприятными персонажами, которые могут растянуть игру. Поэтому, если есть волейбол, идите именно в волейбол. Также стоит помнить, что в арене дают 25 конфет. Это значит, что когда остается примерно минута до окончания лихорадки, можно пойти играть в арену. Ведь если бонус истек уже во время боя, вы все равно получите конфеты. И даже если вы не успели запуститься в бой до окончания лихорадки, но в этот момент были в подборе, бонусные конфеты также дадут. Главное не покидать подбор, иначе бонус сразу пропадет. Это что касается игры с ботами на низких рангах. Но что делать, если лоу трофеев нет и все бойцы на макс ранге? Ну, во-первых, соболезную. А во-вторых, выберите какого-нибудь сильного персонажа и слейте на нем пару сотен трофеев. Можно вообще слить до 0 в дуэлях, но это займет много времени. Примерно 700 трофеев будет оптимальной отметкой. Перед активацией лихорадки убедитесь, что проиграли несколько раз подряд, чтобы хотя бы в одном следующем матче вы сыграли против ботов. Да, придется попотеть против реальных игроков, но они будут не настолько сильными, как на 1000+. Если вы не уверены в том, что ваши рандомы будут ходить и нажимать кнопку атаки, можете собрать команду. Но здесь возникает то ли баг, то ли разрабы намеренно это сделали. Если вы играете в команде, то против вас всегда кидают противников на 100-200 трофеев выше ваших. Происходит такое только на 1000-, но натыкаться на игроков 1000+ вы все равно будете. Поэтому,
если вы сливаете трофеи, то сливайте сразу на 700, чтобы не попадаться против макс рангов. Но не сливайте прям до нуля, потому что вы можете банально застрять в подборе. И во время лихорадки это будет особенно неприятно. Мы так уже один раз попались и не могли найти матч целых 2,5 минуты, хотя играли на отметке 300 трофеев. Ну а теперь я расскажу вам несколько стратегий, как для игры в соло, так и в команде. В соло играйте всегда только на лоу кубках. Убедитесь, что ваша следующая игра будет с ботами, либо берите персонажей с нулем трофеев. Не играйте с рандомами в босс-файты, потому что на низких рангах вам вряд ли подберут нормальных тиммейтов. Итак, после того, как вы готовы начать, шаг первый, нажимайте кнопку сахарной лихорадки. И на следующие 10 минут забывайте про трогание травы, еду и даже воду. Все ваше внимание сосредоточено на игру. Шаг второй, вы сразу же идете запускать волейбол, либо хоккей, если волейбола нет в ротации. Но, как я заметил, режим обновляется не одновременно с лихорадкой. Ячейка с волейболом обновляется в 7 часов по Москве, в то время как лихорадка только в 11. Поэтому, если у вас вечером нету волейбола в ротации, вы можете сыграть утром. В этот промежуток 4 часа, когда он будет. А если вы не сыграли лихорадку один день, то на следующий вам будет доступно сразу 2 лихорадки. Но максимум их может быть только 2 штуки. Поэтому минимум один раз в 2 дня отыгрывать придется. Шаг третий. После окончания боя быстрее будет выйти в меню и зайти снова в подбор, нежели чем ждать, пока ваши тиммейты будут 11 секунд думать, играть ли им снова. Но остерегайтесь подлянок от разработчиков в виде стардропов, которые надо открыть после 1, 3 и 5 ежедневной победы. Советую запоминать количество побед и держать свои пальцы наготове, чтобы открывать дропы так же быстро, как сейчас на экране. Шаг четвертый. Следите за временем. Когда остается 1 минута до окончания лихорадки, меняйте режим на арену, чтобы получить как можно больше конфет в конце. Играя таким методом, у меня удалось набрать 145 бонусных конфет на твинке. Это не считая тех гарантированных конфет с ежедневок и боссов. С хоккеем вместо волейбола я набрал только 125, поэтому лучше фармите конфеты в волейболе. Если вы решились играть в команде, для начала определитесь, кто какой пик возьмет в босс-файт, волейбол и арену. Я не советую играть в хоккей, потому что в отличие от волейбола, против реальных игроков матчи здесь часто затягиваются. Желательно подготовить персонажа на уровне 700 трофеев и поставить какой-нибудь удобный фильтр, либо добавить в избранное, чтобы боец был прямо под рукой и можно было его быстро сменить. Также я советую при возможности подготовить конкретный пик для волейбола. Это Гею с гаджетом Вихрь, Тик с гаджетом на мины и третий какой-нибудь мобильный персонаж, например Мортис, Кенджи, Мина и так далее. Шаг первый. Активируйте сахарную лихорадку. При возможности на счет 3, чтобы все активировали одновременно. Шаг второй. Идете в босс-файты только если уверены, что быстро закроете первые 4 уровня. На один уровень у вас должно уходить максимум 50 секунд. То есть, если после победы над боссом на таймере осталось меньше 4 минут 10 секунд, прекращайте босс-файт. Шаг третий. Меняйте режим на волейбол и берете заранее подготовленных персонажей. То есть Гею, Тик и мобильный персонаж. И здесь я остановлюсь поподробнее, потому что конкретно эти персонажи были выбраны неспроста. У каждого из них есть своя роль. Цель мобильного персонажа, в данном случае Мортиса, это любой ценой отбить мяч быстрее противников. Если против вас нету мобильных персонажей, вы можете даже подкинуть мяч сбоку, чтобы он полетел близко к вашему центру, и 2 остальным персонажам было удобнее выполнить свою работу. Роль Гейла состоит в том, чтобы пройти к зоне, куда приземлится мяч, и поставить туда вихрь. Таким образом, противники не смогут поймать мяч, если не будут под щитом иммунитета. В случае, если Гейлу не удается пройти на зону, в дело вступает Тик, который пытается максимально близко подойти к зоне, чтобы разрядить туда свой гаджет на мины и все свои патроны. Поэтому, даже если противники смогут пройти в зону, куда упадет мяч, они, скорее всего, подорвутся на этих минах, и вы заработаете гол. Делайте так еще один раз и побеждаете. Также полезно будет знать, что в случае, если противники все-таки отбили мяч, вы можете контролировать его движение. Если вы станете сверху зоны, мяч упадет близко к центру, и вам будет удобнее поставить вихрь, либо закидать зону гаджетом. Если вы отбиваете снизу, то тогда мяч наоборот полетит далеко. Можно отбивать далеко, когда все 3 противника вас зажимают. Тогда вы получите гарантированный гол. С боками ситуация аналогичная. Вы встаете в левый край и отбиваете направо, либо встаете в правый и отбиваете налево. И еще стоит помнить, что с каждым отбиванием мяча он летит все быстрее и быстрее. Поэтому, если раунд затянулся, старайтесь отбивать мяч за мобильного персонажа, иначе вы можете не успеть. Шаг четвертый. Договоритесь со своей тимой, что после
конца матча вы все нажимаете играть снова. Так будет быстрее, нежели чем заходить в меню и оттуда запускать подбор. Шаг 5. Старайтесь следить за временем. Если у вас остается 40-50 секунд до окончания лихорадки, лучше просто отдать игру, чтобы успеть поменять персонажей и режим на арену. С такой стратегией у нас получилось собрать 115 бонусных конфет, играя в команде. С персонажами на 900 трофеев в волейболе и 300 трофеев в арене. Учитывая, что суперы утверждают, что в среднем за одну лихорадку можно получить 30 конфет, это вполне себе хороший результат. Ну и напоследок хочется сказать, что ивент реально получился интересным. Тут хотя бы надо думать. Не, серьезно. Думать, какой ящик выбрать, думать, как эффективнее победить босса, и самое главное, думать, как извлечь максимальную выгоду из сахарной лихорадки. Единственное, что мне не понравилось, это принцип работы лихорадки. Игроки без персонажей на лоу трофеях в очередной раз получают меньше, чем казуалы. Ну и приколы с подбором по 2 минуты во время этой лихорадки тоже портят впечатление от ивента. Я бы на месте суперов сделал бонус не по времени, а по количеству боев. Либо хотя бы сделал так, чтобы в меню и во время подбора это время не шло. Ну и чтобы все было честно, лучше выдавать больше конфет на высоких трофеях и меньше на низких. В остальном же ивент оправдал свои ожидания. Награды достойные, и для фри-то-плей игроков это хороший бонус. Напиши в комментариях, что ты думаешь насчет хэллоуинского ивента. Не забывай про лайк и подписку на YouTube и телеграм-канал. Ну а я пошел сливать всех персонажей до нуля, чтобы быть наравне с другими.